Жена с дочкой еще спали, когда я аккуратно закрыл за собой дверь и спустился по лестнице. Опаздывать было нельзя, ведь я теперь директор собственной фирмы, должен соответствовать. Выйдя во двор, я уже собирался сесть в машину, но в этот момент заметил соседского мальчика, который с самого утра уже был во дворе. «Иди отсюда! Убирайся!» — кричал он на маленького лохматого щенка, который, положив возле его ног палочку, смотрел своими большими влажными глазами, наполненными любовью к этому маленькому человеку. «Отстань!» — сказал. Снова грозно закричал Ваня, замахнувшись на надоедливого щенка. Тот отскочил в сторону, все так же с надеждой глядя на мальчика. «Ты чего на него так грозно ругаешься?» — спросил я, позабыв о своей машине и направившись к нему. «Смотри, как он тебя любит, а ты». Я сел на лавочку рядом с мальчиком. «А чего он, надув губы?» — ответил Ваня. «Не нужен он мне, дворняжка несчастная. Мне родители на день рождения породистого купят. Не то, что этот щенок, как будто поняв, что человек им недоволен, заворчал и лег, вытянув лапы вперед и положив на них свою мордочку. «Породистого, говоришь?» Я горько ухмыльнулся, вспомнив себя в детстве. «Породистые — это хорошо. Да только уверен ли ты, что он тебя так же любить будет? Смотри, вон дождик на него капает, а он лежит и ждет, когда ты на него сердиться перестанешь». Мальчишка нахмурился, не находя, что ответить, а потом, немного подумав, добавил: «Пацаны говорят, что он беспородный, с такими только неудачники ходят, знаешь, а ведь я в детстве так же, как ты думал». По расширенным от удивления глазам я понял, что мой ответ заинтересовал мальчика. «Мы тогда в деревне жили. Знаешь, там много всякой живности. И вот однажды ко мне такой же щенок прибился. Выбрал меня хозяином, вот прям как он тебя сейчас». Кивком головы я указал на щенка, лежащего под мелким дождиком и послушно ожидающего своей участи. «И знаешь, что?» «Что?» — нетерпеливо спросил Ваня. А я его предал. Как лицо мальчишки вытянулось от удивления. А вот так до сих пор себе этого простить не могу. Признался я мальчику. Как сейчас помню, мы с ним целыми днями напролет играли. И умный он такой был, все команды осваивал. Мальчишки мне даже завидовали одно время, но потом. «Ну что?» — подгонял меня Ваня своими вопросами, усевшись рядом на лавочку. А потом одному мальчишке из нашей компании породистого щенка купили. У него даже и паспорт свой был, представляешь. Ваня, глядя прямо мне в лицо, соглашаясь, кивнул головой. Так вот, все сразу за ним бегать стали, нахваливать, завидовать, а на моего щенка больше никто и внимания не обращал, какие бы он команды не выполнял. И даже посмеиваться начали. «Дворняжка», говорили, «беспородный», как ты выразился. Я улыбнулся, взглянув на мальчишку. Он уже ничего не возражал и не спрашивал, а молча слушал мой рассказ и думал о чем-то своем. И вот однажды собрались мы всей компанией на поляне за деревней. Играли, бегали, дурачились, как обычно. И тут Димка со своим породистым щенком пришел. Все опять его начали наглаживать и восхищаться. Какой он красивый, умный, дорогой. Обидно мне стало, что все внимание ему. Вот я и сказал пацанам: смотрите, а мой новые команды выучил. А те давай смеяться, говорить, что моя дворняжка может только тявкать и блох разводить. А тут еще Лешка взял засохшую коровью лепешку и вместо палочки кинул моему Джеку, а тот и рад. Подумал, что снова с ним поиграть захотели. Подпрыгнул и поймал, будто палку ему кинули. Да, так старался, что проглотил кусочек. Как начали пацаны смеяться над ним. «Фу, говорят, да у тебя щенок коровьими лепешками питается. Значит, и ты такой же». Подрунивать надо мной начали. Обидно мне до слез стало. Разозлился я и кричу: «Да пошли вы!» И домой зашагал,
а Джек мой за мной побежал, не поняв, что происходит. И ты, говорю, иди отсюда, не нужен мне такой пес, дворняжка несчастная. И, развернувшись, чтобы отогнать его от себя, со всего маха пнул его. Джек аж подлетел, перевернулся в воздухе и на бок упал. А пацаны вновь смеяться начали, пальцами на нас показывая. А я до сих пор глаза этого щенка помню, как он смотрел на меня. Клянусь, он плакал тогда, но не от боли, а от понимания, что он больше мне не нужен. Глаза его были грустные, большие и влажные. Вот совсем как у твоего сейчас. Ваня посмотрел на меня, поджав губы. И что дальше было? А дальше всю ночь буря бушевала. Дождь лил, а ветер ветки ломал. А мой маленький Джек неизвестно, где находился в такую погоду. Я всю ночь тогда не спал, проклинал себя за то, что прогнал своего друга. А ведь он меня так любил. Пацанов ругал за то, что смеялись и дразнили. А потом, как только рассвело, я быстренько штаны натянул и, пока родители не видят, побежал на улицу искать друга своего беспородного. И что нашел? С надеждой спросил Ваня. Нашел? Да только поздно уже было. Когда я пришел на нашу поляну, он так там и лежал, прямо в луже и не дышал совсем. Почему не дышал? Всхлипывая, спросил Ваня. Он умер, подтвердил я, взглянув на мальчишку, не обращая внимания на его слезы. Я его гладил, тогда просил прощения. Гладил и рыдал над ним. Да, только он мне уже ничего не ответил. Не лизнул меня в нос, как он это обычно делал, не вилял своим хвостиком и не заглядывал в глаза. И знаешь, что? Что? Вытирая слезы, переспросил Ваня. Мне кажется, что он не от ветра или дождя умер, а от того, что я его предал. На этих словах я и сам почувствовал, как тяжелый комок подкатил к горлу. Забавно, подумал я. 40-летний мужик, глава фирмы, весь из себя такой важный, разрыдается сейчас на лавочке из-за детских воспоминаний. Выдавив из себя улыбку, я потрепал Ваню по волосам. Так что, брат, не повторяй моих ошибок. Друзей ведь не из-за породы выбирают, а по зову сердца. Мальчишка соскочил с лавочки и, схватив щенка на руки, прижал к груди. «Я его никогда не предам», — решительно заявил он все еще с мокрыми от слез глазами. «Он моим лучшим другом будет», — сообщил он и отправился в свой подъезд. А я улыбнулся. «Хороший пацан», — подумал я. Не зря я на него время потратил. Взглянул на часы. Уже почти 9, опоздал. Хороший же я пример подаю своим сотрудникам, но это того стоило. Ведь есть в нашей жизни вещи куда важнее карьеры и бизнеса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.